Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии я расскажу, как вам добавить строки, столбцы или ячейки в определенную таблицу. Представим, что нам необходимо добавить строку после Максима Лазарева. То есть у нас есть Максим Лазарев. Для того, чтобы после него добавить строку, мы выделяем строку, которая находится внизу, заходим «Вставить» и выбираем строки на лист. Таким образом, под ним у нас появилась пустая строка, которую мы только что вставили. По тому же принципу у нас и работают столбцы. Для того, чтобы после 13-го ставить столбец, мы выделяем соответственно. То есть мы выделяем 14 строку, заходим «Вставить» и выбираем «Вставить столбец». Окей. Если мы с правой стороны вставляем, соответственно, значит у нас столбец вставляется слева. То есть, если нам нужно после 13, то, соответственно, мы выделяем следующий столбец и от него уже начинаем настраивать параметры. Задача номер 3 заключается в том, что нам необходимо добавить ячейки. Если мы добавим здесь строку, у нас сместятся таблицы, которые находятся справа, и, соответственно, сместятся таблицы, которые находятся у нас внизу. Первая задача. Нам необходимо вставить после Андрея Светлакова ячейки со сдвигом вниз. Для этого можно воспользоваться правой клавишей и выбрать «Вставить». Далее выбрать ячейки со сдвигом вниз и нажать «Ок». По тому же принципу мы можем ставить ячейки со сдвигом вправо. Правой клавишей «Вставить» и выбираем «Вставить со сдвигом вправо». Окей. Если вам необходимо быстро добавлять, у нас есть горячие клавиши, которые Ctrl+. Они позволяют быстро. Если необходимо добавить несколько строк сразу, мы можем выделить первую строку и выделить последнюю строку через Shift. Нажать Ctrl-Shift+, у нас будет добавлено такое же количество строк, которые мы выделили. То же самое относится и к столбцам. С вами был Полянский Алексей. Подписываемся на канал, ставим лайки. Пока!